Викторовна? На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило 19 500 проектов, и это на самом деле очень много. Это просто говорит о том, что данный проект востребован у большого количества жителей нашей страны, России, и с другой стороны, как бы об эффективности этого проекта, потому что каждый из этих проектов находит либо инвестора, либо договаривается с органами государственной власти о дальнейшей поддержке и взаимном сотрудничестве. По туризму у нас поступило достаточно большое количество проектов. Проекты абсолютно разнообразные, начиная там и промышленный туризм, и создание креативно-промышленных кластеров, где предприниматели могут взаимодействовать друг с другом, создавать различные бизнесы. Там могут быть и дизайнеры, и художники. Так может рождаться, кстати, промышленный дизайн. Вместе с этим, например, поступил проект по развитию парусного туризма, потому что это позволяет, с одной стороны, повысить доступность удаленных территорий, позволяет, чтобы вид туризма был также доступным и по цене, потому что, например, для того, чтобы плавать на небольшой лодке, не нужно большого количества денег, это не яхта. Поэтому в России огромное количество особо охраняемых природных территорий, которые удалены и которые развиваются. И поэтому этот вид туризма излюбленный у молодого поколения, потому что они хотят коммуницировать друг с другом, совместно отдыхать, и, конечно же, это тоже способствует экологическому просвещению. Один следующий проект – это развитие системы национальных троп. В России большое количество было в советское время таких троп, люди с удовольствием путешествовали по нашей стране, поэтому сейчас это все возрождается. И, конечно же, проект по развитию национальных троп имеет тоже большой отклик и у экспертов нашего форума, и лидеры есть прекрасные, и изучено достаточно подробное законодательство, и те вызовы, которые стоят перед нами. Но вместе с этим этот проект в том числе может быть как по суше, так и по воде, поэтому все это связано, наверное, с развитием внутреннего туризма в России, который становится с каждым годом популярнее. Все больше россиян стремятся отправиться на природу, как раз на парусных лодках, пешком, трекинговые маршруты, с палатками. Еще один проект, который добавляет эту систему, это развитие кемпинговой индустрии, потому что это тоже доступный вид туризма, с развитием автотуризма. Большое количество людей хотят также путешествовать на своей машине с семьей, чтобы вид туризма был доступен, чтобы, опять же, можно было остановиться в тех прекрасных местах, где очень красивый вид из окна, где есть дикая природа, где гуляют животные, где можно наблюдать за птицами. Поэтому, конечно, людям хочется быть мобильными, людям хочется быть свободными, и кемпинговая индустрия, конечно, это огромный мультипликатор, и здесь также требуется участие региональных органов власти и федеральных органов власти для того, чтобы создать механизм, направленный на развитие этой индустрии. Ольга Викторовна, а какие регионы вам сейчас привлекательны на данный момент? Где вы были, которые вам особенно понравились? Ну, у нас нет таких регионов, Да. лично у меня нет таких регионов, которые мне наиболее привлекательны. Вообще, каждый регион, у каждого региона свое конкурентное преимущество. Да? Если мы посмотрим на Дальний Восток, то, конечно, там и Кунашир, и Шикотан, и Туруп, прекрасные острова, это термальные источники, это водопады. И, конечно, также и на Камчатке, да, мы понимаем, что там сеть прекрасных вулканов, медведи. Поэтому все зависит от того, зачем вы хотите поехать, что является запросом для вас. Да? Если вы хотите, например, поехать в Челябинскую область, да, то здесь мы, конечно, должны говорить о промышленном туризме, и это тот вид туризма, который позволяет показать весь промышленный потенциал нашей огромной страны и увязать в одну экосистему и музеи, и карьеры, да, делать там угольную симфонию внутри карьера, и попробовать угольное мороженое на Кузбассе, и побывать в ресторане «Забой» и попробовать обед шахтера. Поэтому, конечно, там можно себя вообще попробовать примерить на себя профессию шахтер. То есть это или там побывать в компании СУЭК и посмотреть, насколько экологично наше производство.
Поэтому мне кажется, здесь вот каждый регион, как бы он интересен по-своему. Россия это страна огромная. Мне кажется, всей жизни нам не хватит для того, чтобы познать нашу страну и увидеть все прекрасные места, которые в ней есть. Но аж если вы вдруг заинтересовались виноделием, то, конечно, вам добро пожаловать в Краснодарский край, потому что там большое количество виноделин, прекрасные люди, которые вас встретят с теплом и с улыбкой, и накормят и устрицами, и мидиями, и вкусной рыбой, поэтому у нас есть абсолютно все. Ольга Викторовна, да, вы сказали хорошо про трекинговые, про кемпинговые маршруты, а про байдарочные маршруты, да, вот на байдарках, чтобы сплав был, например, по рекам, да, и от Москвы, там, не знаю, до Дона что-то. Ну, здесь, До получается, Ростова. мы тоже самое, как бы, наверное, сталкиваемся с той же самой необходимостью создания инфраструктуры, потому что для того, чтобы отправиться комфортно в там, многодневное путешествие на байдарке по рекам нашей страны, конечно же, как бы нужны стоянки, да, которые будут оборудованы и туалетами, и как бы не будет необходимости рубить дрова, да, как бы, делать какие-то вещи, которые запрещены на природе, как бы, или разжигать костры. Поэтому создание кемпинговой индустрии как бы будет способствовать тому, что будет создаваться инфраструктура вдоль отдыха у воды, и всем людям, которые приехали просто либо на краткосрочный отдых, либо спланировали свой байдарочный поход, будет комфортно и детям, и взрослым. А дети еще, кстати, научатся, как ставить палатку, посмотрят на наше звездное небо, потому что такого звездного неба на природе есть звездное небо, да, как бы мириады звезд, а в городе его нет. Поэтому, мне кажется, дети наши не до конца понимают, насколько прекрасное наше небо. Спасибо большое.